Доброго дня! В этом ролике мы поговорим про собственную тень предмета, ту, которая падает, и про такой эффект, как рефлекс. Зачем вообще рисовать тень? Ведь объем легко можно передать, рисуя лишь светотень самого предмета. А отрисовка тени — это вроде как лишняя работа. Если вы рисуете предмет, висящий в воздухе, то действительно тень не нужна. А если у вас шар, яблоко, в общем, то, на что упал ваш взор, все же на чем-то лежат, то тень так и нужна. И что такое рисование? Это создание иллюзии объема, глубины на плоской поверхности. Для того, чтобы эта иллюзия была качественной, чтобы мозг, смотрящий на рисунок, поверил в то, что он видит трехмерный объект, нужно, чтобы этот объект отбрасывал тень. Потому что все в реальности отбрасывает тень. Как получается тень, объяснять не буду. А вот из чего состоит, сейчас посмотрим. В тени, лежащей на поверхности, есть два тона. Основной более темный и второй более светлый. Вот этот тон, точнее полутон, не всегда так хорошо выражен. Иногда светлая зона сужается в узкую полоску на самой границе тени. Для тех, кто захочет нарисовать предмет из головы, не пользуясь натурой, я вот кратко объяснил, как образуется тень. Для тех, кто не хочет это смотреть, мотните на эту минуту. От чего зависит форма и длина тени? От положения источника света. Если источник расположен над предметом, тень будет маленького, светлого полутона по краю практически будет не видно. Если же источник начнет опускаться, то тень будет становиться длиннее, и светлая часть, полутон, будет более выражен. Ну и когда источник расположен вот так, то тень уходит вдаль практически в бесконечность. То есть на практике нужен будет большой лист, чтобы ее полностью нарисовать. А вот что бывает, когда источник света не один. Видите, две тени предмета накладываются друг на друга. Но все равно можно увидеть у каждой тени темную и светлую части. Вообще рисование тени предмета, который берется из головы, штука не такая простая. Честно признаюсь, у меня не всегда получается сделать это хорошо, тем более с первого раза. Потому как при этом нужно учиться сразу несколько параметров. Это и положение источника света относительно предмета, который мы рисуем. Это и расстояние между источником и предметом, и ракурс, то есть направление, с которого я смотрю на объект рисования. А если еще предмет сложной формы, к этому приплюсовывается и перспектива. В общем, мое мнение, что руку лучше набить, рисуя с натуры или с фото. Начинаем рисовать тень. Тонкой бледной линией намечаю внешний контур тени. Что-то какая-то она у меня совсем не тонкая и не бледная получается. Ну ничего, ее потом все равно убирать. Растушуем или подтерем. Заполняем получившийся контур цветом светлого полутона. Для этого сначала наносим графит изящными штрихами, а потом делаем растушевкой цвет равномерным. Кстати, вы, наверное, уже не раз слышали, а если не слышали, то услышите, что растушевка — это такой не очень правильный с точки зрения профессионалов метод работы с рисунком. Мол, так вы не развиваетесь как художник. Что на это сказать? Я не художник официально. Ничего не заканчивал, поэтому рисую так, как мне показалось удобным. Поступать тоже никуда не собираюсь по этому профилю, так что рисую как нравится. Как я и говорил, вспомогательную линию нужно убрать. У меня она жирновато получилась, так что я подтираю ее. Теперь темный тон. Все так же намечаю границу. Если вы чувствуете в себе уверенность, что нарисуете темный тон сразу, то, собственно, дерзайте, можно обойтись и без линии. В конце концов, это карандаш и бумага, а не холст и краски. Можно и ластиком поправить. А если уж что-то сильно не получится, то так можно и новый рисунок сделать. В пачке бумаги 500 листов. Далее все те же действия. Заполняю эту часть тени.
Далее растираем до однотонного цвета. Маловато тонера, добавим, нам графита не жалко. Перепад между частями тени получился слишком резкий, поэтому подтираю темный тон с краю. Прохожусь по нему пальцем, делая нужную интенсивность перехода. Внешнюю границу тоже поправим. Так, еще раз пробегаюсь по всей тени, убирая небольшие косячки. Ну вот, собственно, с тенью покончено. Теперь разгоним за рефлекс. Рефлекс – это отражение света от поверхности, как в данном случае, или от других предметов на темной стороне рисуемого объекта. Практически, то есть при рисовании, это более светлый тон на предмете со стороны тени. Кстати, в ролике про светотень именно поэтому самая темная часть получилась пояском. Да, кстати, вот тут, видите, тень почти не имеет полутона по краю. То есть источник света, он где-то наверху, достаточно близко к вертикали. А слабый рефлекс говорит за то, что свет находится либо на некотором удалении, либо просто источник слабый. Так, как же изобразить рефлекс? Это нетрудно. Я просто подтираю ластиком в тех местах, где должен быть рефлекс. А потом растушевкой делаю плавные переходы. Обратите внимание, что рефлекс тоже не однотонен. У самой поверхности, на которой лежит предмет, он имеет наиболее светлый тон, повыше же становится чуть темнее. Вот, шар вроде как готов. Ну вот и с тенью. Последним этапом при рисовании карандашом тоже все. Дальше остается набивать только руку, ну и шишки. Кстати, насчет последних. Если что-то осталось непонятным, оставляйте свой вопрос в комментариях, постараюсь на него ответить. Ну а пока до свидания. Встретимся в следующем ролике, где я буду рисовать, ну, что-нибудь. Рисуем, подводя итог. До новых встреч.